Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Игрополка, и сегодня мы поговорим о настольной игре «Битва големов». Мне нравятся игры, которые помимо основной своей задачи затрагивают еще и образовательную сферу, игры, которые можно использовать для обучения детей. И «Битва големов» одна из таких игр. Она предлагает через игровой процесс ознакомить наших детей с процессом программирования. Давайте посмотрим, так ли это. Для начала нам нужно выбрать себе голема, которым мы будем управлять. На выбор есть несколько типов, которые отличаются следующими параметрами. Во-первых, число повреждений, после нанесения которых наш голем выходит из строя. Во-вторых, это сила удара, показывает, сколько повреждений наш голем наносит за один свой удар по противнику или препятствию. В-третьих, это дальность удара. Она определяет, на сколько клеток наш голем может атаковать. И последнее, это число рядов команд, которые может использовать наш голем при составлении своей программы. И на выбор у вас есть следующие типы. Во-первых, это 4 голема с мечом. Есть 2 голема с секирой и 2 голема с копьем. А также есть 2 карты экзотических големов. Это голем-прыгун, голем с водометом и голем с катапультой и голем-танк. Далее необходимо собрать игровое поле. Это может быть любое поле, которое вам хочется, или же можно следовать инструкциям из книги сценариев. В данной книге представлены варианты как игровых полей, так и расположение на них возможных препятствий, лестниц и прочих элементов, а также указано количество игроков и возможность использования бонусных карт. Если вы собираете свое поле, то вы можете все эти элементы размещать и использовать по собственному желанию и усмотрению. Рассортировываем все карты по отдельным колодам, и у каждого игрока будет по 3 колоды. Карты удачи, карты команд и карты бонусов. Принадлежность к игроку определяется цветом голема, изображенного на картах. Карты удачи мы перемешиваем и выкладываем лицевой стороной вниз. Карты команд игроки берут на руки, а карты бонусов размещают перед собой. Осталось только расставить самих големов на игровом поле, и можно приступать к игре. Сама партия состоит из 10 раундов, а каждый раунд в свою очередь разбит на определенные фазы. И в битве големов нет привычной очередности хода. Все игроки совершают свои действия одновременно. И первое, что делают участники партии, это задают программу для своего голема. Каждый игрок берет одну карту удачи. Эти карты определяют бонус игрока на текущий раунд. К тому же их ровно 10, и поэтому они выступают еще и в роли счетчика раундов. Сами карты могут дать игроку следующие преимущества. Возможность использования бонусной команды, логическую конструкцию, если вы решите играть с дополнением логика, что не обязательно, ну или же никаких преимуществ. Когда вы берете карту с изображением бонусов или символом логики, вы берете соответствующую карту или жетон. Использовать их в текущем раунде не обязательно, однако все неиспользованные команды и жетоны сгорают в конце раунда. Далее игроки приступают к созданию самой программы. Для этого используются карты команд, и они делятся на 3 типа: команды движения, команды боя и бонусные команды. Для бонусных команд мы используем вот эти карты. Карты команд движения имеют зеленую окантовку и представлены следующими типами. Это вперед, назад, поворот влево, поворот вправо и стоять на месте. А карты команд боя имеют красную окантовку, и их 2 типа. Это удар и защита. Вернемся к составлению программы. Используя карты команд, мы задаем алгоритм действий для нашего голема. Сама программа должна состоять из определенного числа рядов, которые указаны на карте нашего голема. Например, для голема с мечом это 4 ряда. И в каждом ряду можно разместить лишь одну карту команды, за исключением использования бонусных карт. Для примера наша программа будет выглядеть следующим образом. Мы играем за синего голема. Для начала мы пройдем вперед. Карты мы размещаем одну под другой и лицевой стороной вниз. Затем мы повернем налево. Затем мы совершим удар. А затем мы еще продвинемся вперед. После того, как все игроки составили свои программы, наступает фаза их исполнения. Одновременно открывается текущий ряд программы, и в нашем случае это первый ряд.
и выполняются заданные команды в следующем порядке. Сначала у нас осуществляется движение, затем идет удар, затем защита, а потом идут вновь команды движение, удар или защита, если они имеют цикл. Рассмотрим команды подробнее. При движении мы или перемещаем, или поворачиваем нашего голема согласно команде. Также стоит учитывать, что все команды исполняются одновременно, и, например, при движении все големы перемещаются и поворачиваются одновременно. В нашем случае синий идет вперед, желтый идет вперед, зеленый поворачивается влево, а красный у нас перемещается вперед. И, например, если два голема должны войти на одну клетку, например, у них у обоих есть команда вперед, то на эту клетку никто не войдет, потому что движение совершается у нас одновременно. Также голем не может выйти за пределы игрового поля. С командой удар все просто. Голем атакует согласно своей карте на определенное расстояние с определенной силой удара. Если удар пришелся по другому голему и у него нет в текущем ряду команды защита, то этот голем получает повреждения, число которых равно силе удара. Защита же позволяет защититься от ударов, причем от ударов с любой стороны. Если в игре есть циклы, о которых мы обязательно поговорим позднее, то после первого прохода всех команд исполняются команды в цикле. После исполнения команд идет проверка условий окончания игры. Во-первых, если на големе есть повреждение, равное или большее указанному количеству, то данный голем у нас выбывает из игры. А во-вторых, если на поле остался один единственный голем, то он побеждает в игре. Если нет, начинается исполнение следующего ряда программы. Давайте выполним программу до конца. Открываем следующий ее ряд и для начала исполняем команды движений. Желтый и зеленый должны перейти одновременно на одну клетку, и поэтому никто из них туда не переходит. Синий голем поворачивается у нас налево. Далее исполняем команду атаки. У нас красный совершает удар по воздуху. Возможно, в самом начале, когда он составлял программу, он предполагал, что синий придет именно на эту клетку. Проверяем условия, победивших у нас нет, открываем следующий ряд программы. Команд движения у нас нет, поэтому мы переходим к удару. Синий у нас бьет по бочке, мы данный жетон переворачиваем. Зеленый бьет по воздуху, далее идут команды защиты. Красный защищается, желтый защищается. Вновь проверяем условия, победивших у нас нет, этот жетон мы убираем с поля. Открываем последний ряд программы и вновь для начала исполняем команду движения. Синий проходит у нас вперед, далее идет у нас удар, красный и желтый бьют по воздуху, ну и в конце у нас идет защита, зеленый у нас защищается. Так вышло, что многие големы просто били по воздуху и защищались тогда, когда по ним никто не бил. А все потому, что когда вы составляете программу, вы не знаете, что предпримут ваши соперники, и можете только догадываться об этом. Когда программа полностью исполнена, игроки забирают карты обратно себе на руку, и игра продолжается таким образом, пока не останется или один голем, или пока не завершится 10-й раунд, и тогда побеждает голем с меньшим количеством повреждений. И пока я вас окончательно не запутал, давайте в общей форме опишем игру. У каждого игрока есть голем. Ваша задача вывести соперников из игры, при этом самому остаться целым. А все управление големами происходит в виде составления программ. А теперь самое интересное. Бонусные команды. В игре их 4 типа. Первая – это команда цикла. Она позволяет дважды исполнить любую другую команду. И выглядит это примерно следующим образом. Например, мы составляем следующую команду вперед, поворот налево, затем повтор 2 раза удар и защита. И когда мы будем исполнять такую программу, наш голем будет вести себя следующим образом. Вперед передвигаемся, затем поворот налево, поворачиваемся, затем повтор 2 раза действия удар, мы бьем дважды по голему, а затем защищаемся. Также дважды можно, например, пройти вперед и преодолеть большее расстояние. Следующая бонусная команда – это условия, позволяет действовать голему в зависимости от условий. Сначала он проверяет, есть ли перед ним препятствие, если нет, совершает одно действие, если да, совершает другое действие. И в игре это выглядит следующим образом. Голем у нас продвигается вперед, затем поворачивается налево, затем есть препятствие, да, есть голем, это препятствие. Мы совершаем по нему удар.
Если здесь нет препятствия, то мы продвигаемся вперед. Следующая бонусная команда – это цикл с предусловием. Она запускает цикл действий, который будет исполняться, пока не будут выполнены условия. В нашем случае условие – это повтор действия, пока нет препятствия. И это выглядит следующим образом. Мы будем повторять действие вперед, пока перед нами не появится препятствие. И в игре это будет следующее. Мы двигаемся вперед, препятствия нет, двигаемся вперед, препятствие есть, значит цикл завершается. Последняя бонусная команда – это вызов подпрограммы. В начале игры вы можете задать себе подпрограмму, которая будет состоять из двух карт команд, и затем в процессе игры вызывать ее исполнение. Выглядит это следующим образом. Например, мы совершаем движение вперед, затем поворачиваемся налево, затем вызываем подпрограмму, совершаем удар и защиту, а затем у нас последний ряд – это защита. Единственное ограничение – это то, что вы не сможете в процессе игры менять свою подпрограмму. Вы ее задаете с самого начала и на всю игру, и это лишает вас возможности использовать данные карты непосредственно в процессе самой игры. Напомню, что возможность использования бонусных команд вам дают карты удачи, которые вы берете в начале раунда. Если вы взяли такую карту, то вы берете соответствующую карту бонуса и можете в текущем раунде использовать ее при составлении своей программы. У каждой карты бонуса есть свой символ. Это у нас карта цикла, это карта условия, это карта цикла с предусловием, ну а вызов подпрограммы вы можете применять в любом раунде. Единственное, что если вы используете данную бонусную команду, она не дает вам возможности использовать другие бонусные команды. В игру включено дополнение логика, которое добавляет жетоны логических конструкций, что с одной стороны добавляет новые элементы в составление программ, а с другой стороны вносит в игру элементы хаоса. Это жетон И обязывает выполнить команду в текущем и со следующего ряда. Жетон не инвертирует команды, движение вперед превращается в движение назад, налево заменяется направо и так далее. Жетон или ставит игрока перед выбором выполнить команду в текущем ряду или со следующего, или же выполнить обе команды. И последнее – это исключающее или. Похоже на или, только требует выполнить или первую, или вторую команду. Напомню, что данные жетоны вы получаете, когда берете карты удачи. Например, данная карта позволяет вам взять жетон И. А также отмечу, что вам не обязательно играть с ними, если вы не хотите перегружать игру. И ответ на вопрос, почему они вносят элементы хаоса. Потому что вы эти жетоны можете класть не только на свои карты, но и на карты программ ваших соперников, или же просто выкладывать их на игровое поле. И тогда тот, кто наступит на такой жетон, переложит его на следующую карту в своей программе. Отмечу еще два момента. Поля в игре можно заполнить различными препятствиями. Это бочка, разбив которую можно найти что-то полезное или же не очень. Есть непроходимые стены. Есть лестницы, с помощью которых можно строить двухуровневые игровые поля. Например, зайдя сюда, мы оказываемся вот здесь. И есть еще вода, которая опасна для големов. Они в ней не тонут, но получают повреждения. И последнее. Если в игре не хватает игроков, то их можно заменить ботами, и эти боты будут действовать в игре согласно простому алгоритму, который вы для них выберете в начале партии. Например, желтый голем – это бот, и вот его алгоритм. Вижу противника – да. Удар возможен? Нет. Значит, движение вперед. Или же есть препятствие? Да. Удар возможен? Да. Значит, удар. Также боты могут действовать по броску кубика. В игре есть карты подсказки, и бот будет просто у нас бросать кубик и выполнять соответствующие действия. В данном случае, конечно, поведение его не назовешь умным, они могут упираться в стены, крутиться на месте, но, например, у людей, знакомых с миром видеоигр, такое поведение вызовет улыбку. Эта игра была мне интересна еще и потому, что я сам увлекался программированием, и в битве големов на самом деле этого процесса немного. И это хорошо, иначе у нас не было бы непосредственно самой игры. Ведь зачастую написание программы выглядит как многочасовое вглядывание в строчки кода, в попытке понять, где здесь ошибка и почему ничего не работает. Самое главное, что битва големов способна познакомить вас и ваших детей с самим процессом составления программ и алгоритмов, и, возможно, для того, кто определяется с выбором профессии, это будет очень даже полезно.
Не будем забывать о самом главном, об игровом процессе. И из битвы големов получилась хорошая головоломка. Есть вы, есть игровое поле и есть задача, а также инструмент для ее реализации. Интересу добавляет еще тот момент, что вы никогда не знаете, что предпримут ваши соперники, и по сути игра строится на предугадывании действий ваших оппонентов, и в целом все это играется интересно. Не обошлось и без замечаний, и это правила. Они написаны, скажем, запутанно, а некоторые моменты плохо описаны, и очень сильно не хватает в книге правил конкретных примеров из игры с иллюстрациями и пояснениями. Надеюсь, данное видео поможет вам составить свое личное мнение об игре «Битва големов», а также надеюсь, что в целом оно было интересным и полезным. Если так, я очень рад. Ну а на сегодня всем спасибо за просмотр, играйте в игры и всем счастливо!